Всем привет! С вами канал Все для огорода. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. Как остановить кашель при гриппе, вирусе, ангины, бронхита? То есть у вас появился кашель, как его сразу остановить? Сейчас мы быстренько сделаем такую настоечку, от которой кашель быстро прекратится. Так вы, наверное, знаете, что когда человек заболевает, у него кровь становится более кислая. Для того, чтобы человек вылечился, кровь должна быть более щелочная. Поэтому сейчас мы будем избавляться от кашля. Для этого вам нужно взять немножко имбиря. Вот, имбирь такой молотый. Сейчас возьмем пол чайной ложки имбиря. Вот пол чайной ложки имбиря. Вода здесь я налил горячая. То есть все, что мы должны развести в горячей воде. И пить эту воду горячую, а не холодную. Чтобы у нас кашель быстро прекратился. Так, имбирь мы убрали, то есть добавили. Также надо добавить мед. Вот здесь у меня есть мед такой, называется Азбука. Фирма Азбука. Так, сейчас надо взять немножко меда. Мед тоже будет обеззараживать. Он тоже обеззараживает. Вот столько меда возьмем. Можно меда чуть больше взять. Но здесь стакан небольшой, в принципе. Хватит и столько. Разводим. Вот мед плохо разводится в холодной воде, но в горячей воде мед хорошо разводится. Так, сюда добавить надо корицы. Такая корица. Сейчас я пол чайной ложки корицы. Вот, пол чайной ложки корицы. Вот она, корица. Разводим корицу. Ну, сейчас попутно там и мед разведется. Корица, она плохо разводится. Так, сюда надо добавить корень солодки. Он тоже хорошо борется от кашля. Сейчас хер вытащишь, что-то как-то прилипло, что ли. Так, корень солодки. Столовую ложку. Вот, столовую ложку корень солодки. Вот, корень солодки в аптеке продается. Можете вы смело взять. Корень солодки, он без спирта. Просто сироп. То есть солодка и сахар. И вода, естественно. Так, солодку добавил. Надо немножко ванилина добавить. Чуть-чуть. Для вкуса. Вот столечко, чуть-чуть ванилина. Так. Запах, знаете, как мороженое все равно получается. Вкус хороший. Так, и сюда мы должны добавить немножко пищевой соды, так как когда заболели, знаете, она тоже будет работать. Вот четверть ложки пищевой соды мы сюда добавляем. И вот этот мы напиток должны выпить. И кашель у нас прекратится. Буквально через несколько часов кашель у нас полностью, мы перестанем кашлять. Вот такой настой. Ну, еще больше размешиваем. Вот здесь я воды горячей налил, для того, чтобы мед
И вот эти все ингредиенты растворились. Вот. Сода сама тоже будет обеззараживать. И кашель у вас прекратится. Все, вот такой напиток. Надо выпить. Сейчас я его выпью. Вкуснятина. Вкуснятина, ребята. Корица, правда, там осталась. Плохо растворялась. Ну вот. И кашель у вас сразу исчезнет. Через несколько часов. Как только впитается, естественно, в кровь, все это дело. Сейчас мы выпили в желудок, уйдет. Потом рассосется по крови. И кровь разгонит. Подойдет к легким. И, естественно, будет обеззараживать всякие вот эти бактерии, которые прилипли, залетели воздушным капельным путем, и при шении кашель у вас полностью пропадет. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока. Очень вкусный напиток получился. С добавлением ванили. Соды практически не чувствуется. Подписывайтесь, с вами канал Все для огорода, не болейте. Жмите на колокольчик. Всем пока-пока.